В чем, по-твоему, удовольствие Вселенной глобального перехода общества в онлайн и виртуальный мир? То есть, с одной стороны, жизнь хочет, чтобы ее чувствовали, а с другой стороны, всех тотально загоняет в онлайн, где жизнь чувствовать невозможно. И, следовательно, удовольствие для Вселенной должно быть меньше. Это жестокий вопрос. Я не думаю, что тебе понравится ответ, если честно. Даже не знаю, слушай. Ну окей, ладно, что, спросил, так я отвечу. Ну, мое мнение по этому вопросу такое. Оно грустное, оно грустное. То есть, с моей точки зрения, то, что сейчас происходит, то, что мы наблюдаем, да, мы наблюдаем такой процесс, что элиты, которые исторически в основном занимались глобализацией и процессом накопления капитала, переключились на новую задачу. Значит, вот если вы возьмете с того момента, как мир стал глобализоваться, да, вот были, например, там разрозненные государства, сидели феодалы, у каждого свой замок, там рыцари с мечами стоят, каждый сидит на своем троне, что-то там выпендривается, командует, изгаляется всячески. Ну, есть король там какой-нибудь отдельный, у него есть там свои эти маркизы, барабасы. Вот. И это была как бы некая разрозненность, а объединяющим фактором была сила. Да? То есть, если приходил кто-то сильный, он говорил, так, либо ты со мной, короче, и твои воины сейчас встают в мое войско. Либо не будет ни тебя, ни твоих воинов, ни твоего замка, будет только мое войско. Ну и все такие, можно я подумаю 5 минут? Я прикинул тут, короче, я присоединяюсь, да? Вот так это работало. И это было очень ограничено. Почему? Потому что сила, она в пространстве. Да? То есть, кто не пытался в пространстве силовыми методами объединить весь мир, их всех ждала одна и та же участь. Что вот, я не знаю, возьмите вы Юлия Цезаря, Александра Македонского, Наполеона Бонапарта, Адольфа Гитлера. Я не знаю, кого угодно берите, кто пытался построить великую империю захватническим путем. Все пролетели. Самое большое государство какое на карте мира? Россия. Почему? Потому что никогда не действовала таким образом. Никогда не пыталась как бы поломать волю тех, кому приходила. Наоборот, всегда пыталась на сотрудничестве. И за счет этого на протяжении многих веков является самым большим государством. Вот. Но это не близко западному миру. Западный мир не умеет сотрудничать. Он умеет конкурировать, состязаться, там всякие вот эти вот, бизнесовая тематика, да. Соответственно, у них возник свой способ объединения, да. Через что это? Через банки, через деньги. Через деньги, капитал. Пошли капиталы. Вот, и капитал объединил западный мир. То есть он сегодня, по сути дела, весь играет под дудку Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки. Самостоятельной политики нету, например, у Японии нету, у Южной Кореи нету, у Европы, вообще какую страну не возьми, кроме Англии, нету, ни у кого практически нет. У Китая там есть, у исламских государств есть своя. Вот. Но то, что мы исторически привыкли воспринимать с вами, такая вот Европа, да, и страны, с которыми привыкло сталкиваться наше внимание, там, при прочтении литературы, там, и прочее, они все под сапогом капитала. Вот, то есть, этот процесс, когда приходили феодалы с войском, и сильный подминал под себя слабо, он сменился другим. Приходит человек, у которого много денег, и забирает все у тех, у кого мало денег. Да? Через разные механизмы, там, через процент, через инвестиции всякие, там, через подкуп, и так далее. И вот элита занималась этим. Она исторически занималась этим. Много веков. Росли постепенно банки, там, красный щит, он постепенно появился в разных совершенно там европейских государствах, и все их подмял под себя, да, одно, другое, пятое, десятое. По сути дела, вот эти вот глобальные процессы,
которые породила элита, разные семьи, да, разные точки заинтересованности, разные отдельные как бы источники силы. Вот кто-то на нефти это сделал, кто-то сделал это на пищевой промышленности, кто-то сделал это на банковском секторе. Вот они, по сути дела, наращивали свое влияние. Они создавали инфраструктуру, они наращивали капиталы, они наращивали свою мощь. И для этого надо было, чтобы мир объединялся. Вот из этого вырос процесс глобализации. Да? Глобализация – это не что-то прекрасное, когда все страны живут вместе. Это просто некий инструмент манипулятивный глобального капитала для того, чтобы опутать своими лапками всю планету. Ну, в какой-то мере им это удалось. Удалось в той мере, что они, вот сколько они там веков на это потратили, 4-5, да? Вот они перешли в следующую фазу. Да? Вот сегодня они уже не заняты деньгами. Сегодня они уже больше заняты другой проблемой. Их влияние переключилось на проблему регулирования населения, на проблему регулирования количества людей. Так я это вижу. Может вообще фигня, может полная ахинея. Но я так это вижу. Вот. Соответственно, основное, чем они озадачены сегодня, чтобы нас стало меньше. И почему это очень грустная новость? Потому что, понимаете, все проблемы, за которые берутся те, кто правят миром, грубо говоря, они решаются рано или поздно. То есть, условно, мы можем говорить о том, что Земля как планета, да, у нее есть свой механизм саморегулирования. То есть, есть люди, которые отвечают за то, как будут жить все остальные люди. И когда вот эти первые люди, которые отвечают за то, как будут жить все остальные люди, доросли до того, что главной проблемой является количество людей, это значит, что проблема будет решена. Вот хотим мы этого или не хотим. Каким это будет способом, там, будет это вирус или атомная война, или всем отключат интернет, и люди помрут в ужасе от того, что там, не знаю, не могут зайти в соцсети. Это 25-й, как бы, вообще вопрос важности. Прикол в том, что что-то будет, что решит ту проблему, на которую обратили сегодня свое внимание элиты. Что-то будет. Я не знаю что, но что-то будет. Почему? Потому что они все обратили внимание на эту проблему. Это значит, что объективно, друзья мои, мы перегнули палку. То есть нас стало много. Нас стало много. Поэтому, если вы посмотрите раньше, да, какой-нибудь кардинал Ришелье, да, который взял в свои руки управление Францией в определенный момент, потому что понял, что король просто глуп. Что он делал? Он действовал во благо Франции. Понимаете? Он действовал во благо своего народа, потому что он хотел, чтобы влияние Франции расширялось. Соответственно, его решения приводили к тому, что французы от его решений выигрывали. Но сегодня, если вы посмотрите, от большинства решений, которые принимает правящая элита, люди проигрывают. Люди проигрывают. Потому что все, что сейчас происходит, основные тенденции, они все разрушительные. Размывание нравственных ориентиров. То есть попытка уравнять там мужчину и женщину. Это же театр абсурда, да? Но сегодня широким шагом идет по миру гендерная психология, снося напрочь людям мозги и природное понимание вообще, что такое жизнь, что такое мальчик, что такое девочка. Вот. Всякие браки гомосексуальные, разрушение полное понятие там истины и лжи, все построено на манипуляции. Куда ни посмотришь, одно вранье, реально. Политики выступают, одно вранье. Никто же не верит даже уже просто. Никто же не верит уже. Новости один сплошной фейк. Причем, как бы этот фейк, как кнопку нажимает, и начинают все каналы верещать одно и то же. У одной стороны есть свои каналы, у другой стороны есть свои каналы. Система образования людей разрушена. Почему? Потому что внимание людей переведено с фундаментальных законов, общих законов. Истина – это общее, да? Это глобальная картина. На частности, на всякие, на как бы клиповое мышление, мышление действиями, мышление отдельными какими-то штуками. То есть так, чтобы человек не видел
цельной картины. Ну, а это что такое? Это значит, человек обречен к бесконечному мотанию и перебору вариантов, потому что он не умеет видеть истину, потому что истина – это фундамент, это видение. Это не на что-то там, ты вот у тебя твое мнение, ты что-то там увидел, какую-то дребеденьку, да? Это видение глобальных тенденций, а глобальные тенденции можно увидеть только уведя внимание с поверхностных частных проявлений. Этого больше нет. Этого больше нет. Родилось поколение, которое не умеет так думать. Очень, очень мало сейчас таких стало детей, которые умеют вообще хотя бы сосредотачивать внимание. Ну, как бы, и дальше куда ни ткни. Вот реально, куда ни ткни. Эти прививки долбанные, как бы, которые предлагаются. Полное разрушение системы здравоохранения, которая, ну, в Америке это просто сговор. Но вообще основной способ в Америке стать бедным – это получить к старости, приобрести какую-то болезнь, да, и все ухнут на лечение. Потому что там в чистом виде сговор. Это полная как бы дискредитация системы здравоохранения в плане психологии. Да? Ну, то есть сегодня психология вообще как наука не имеет шансов решить проблему. Понимаете? Не то, что там что-то не нашла, не имеет шансов решить проблему. Почему? Потому что настоящее видение и понимание. Ну, вот, например, Петр Кузьмич Анохин, который доказал, что функция, она первична по отношению к материи. Да? То есть человек ответил на основной вопрос философии. И доказательства есть. Все просто дружно отвернулись вот так и сделали вид, что этого не было. И продолжают вот эту ахинею свою нести, которой сегодня заполнены учебники по психологии. Ну, то есть, все сделано таким образом, чтобы человек в этом мире, оказавшись, он не нащупал вообще, кто он, что он, зачем он, как это работает. Происходит тотальное разрушение сознания и здоровья основной массы населения. Ну и в этом смысле виртуальная реальность, про которую ты спрашиваешь, господи, ну это просто один из механизмов. Он очень важный механизм. Очень важный механизм, но всего один. Их много. Потому что подрыв идет на всех каналах, разрушаются тело и ощущения, разрушаются чувства и эмоции, даются ложные цели, а до истины вообще не дотянуться практически. Более того, истина же она неприятная, понимаешь? Поэтому ее даже особо как бы и прятать-то не надо. Что? Ее можно выставить, и все будут ходить и плеваться просто. Потому что кто же хочет смотреть на себя настоящего? Все хотят глянцевую картинку. Поэтому это, как сказать, ну, в общей канве происходящего. И кайф вселенной в чем? Ну, в том, что мы перегнули палку, то есть, как бы здесь... в чем кайф вселенной, что количество зайцев, когда их становится слишком много, увеличивается количество волков. Вот в чем кайф вселенной? В соблюдении баланса. Баланса. Чтобы выжить, должна быть гармония. Гармония. А если расплодилось каких-то зверюшек там, да, то дисгармония. Значит, расплодятся следом те, кто их съедают. Они их всех поедят, им самим станет нечего жрать, и они тоже уменьшатся в количестве. И хищники, и добыча. И все сбалансируется. И будет ровно так, как надо. Золотое сечение будет. Вот в этом кайф вселенной. Она хочет расширяться дальше. А так как мы не слушаем свои тела, не слушаем свои ощущения, не слушаем свои чувства и эмоции, то мы сделали много нехороших вещей. Да? Мы разрушили как бы те системы, благодаря которым мы выжили. Ну, то есть, вот как можно было выстроить этот мир на определенной системе образования и в итоге решить ее поменять, оправдывая это веяниями времени. Или жить в традиционном обществе, где мужчина – это мужчина с его качествами, а женщина – это женщина с ее качествами, да? И взять и придумать, что они, например, это просто физика, а роли социальные, они одинаковы. Ну, то есть, а как это может выжить? Вот как человек, который верит в это, как он может выжить? Ну, соответственно, это и происходит. То есть те, кто не имеют чувства
реальности, нормальности, естественности, природности. Их всех начинает смывать. Кого в эти отклонения, кого в эти отклонения, кого в виртуальную реальность. Кто-то жрет некачественную пищу, кто-то не занимается спортом и рассчитывает, что он себе там, не знаю, вечную жизнь и протезирование сделает. Ну а по факту ничего этого не будет. Будет просто разрушенные судьбы, и все. Вот что происходит. Ну, чистка. Организм чистит себя. И используются все методы очищения, какие только попадаются под руку. А кайф Вселенной – это и итоговая гармонизация. Вот что, по-моему, происходит. И еще раз, это жестокий подход достаточно, но я же не могу игнорировать, что это происходит массово. То есть я как бы никак не могу объяснить это по-другому, кроме как вот так. И самое главное, что мы сами виноваты, понимаете? То есть из-за того, что мы все время тянемся к жизни, которой не бывает, там, где ничего не болит, где там можно не работать и зарабатывать деньги. То все предложения-то в интернете, посмотрите. Победи страх за 5 минут. Как научиться работать и получать деньги, ничего не делая. Ну, то есть, и туда идут миллионы людей. Ну так, блин, ну сами виноваты. Потому что жизнь это не халява. Халява это антижизнь. В жизни действительно все должно быть легко. Я с этим согласен. Все должно быть само. Вообще легко и естественно. Но это не означает халява. Наоборот, это означает, что ты настроил себя таким образом, что даже самые сложные и болезненные вещи тебе проходят легко. А не то, что ты в реальном мире попытался найти дорожку, где все как дураки работают, а ты вот такой умный там что-то себе выцегонил. Этого не бывает. За это всегда как бы жесткая цена. Ну вот мы доросли до того, что мы платим ее все вместе глобально, к сожалению. Наш проект, друзья мои, кстати, можно рассматривать как опору в этом смысле. То есть мы естественным образом создаем источники внутренней силы. Без подмен. Без подмен.